Какое отношение имеют атомные взрывы к Харьковской области? Кажется, такая связь – плод воображения фантастов или бред параноика. В реальности ядерная угроза канула в лету вместе с холодной войной, а за период противостояния социалистического и западного блоков вроде никаких бомб на Харьков и окрестности не падало. Но все же один атомный взрыв на территории Харьковской области был. В окрестностях деревни Крестище, Берестинского района, ранее Красноградского, на газовом месторождении. И связан он не с боевыми действиями, а с хозяйственной деятельностью. Сложно поверить в это, но факт остается фактом. Ядерное оружие, самое разрушительное из всего разнообразия, созданного человечеством, было призвано на мирную службу. Вот только под Харьковом атомная бомба не дала ожидаемого положительного эффекта. В конце 1960-х годов был исследован так называемый Машевско-Щебелинский газоносный район. И большое внимание обратили на то, что в будущем назвали Западно-Крестищенское газоконденсатное месторождение. Оно расположено в окрестностях села Крестище, которое когда-то называлось Дзябуровкой, и неподалеку от села Первомайского, которое в рамках декоммунизации переименовали в Мирное. Это был Красноградский район, теперь Берестинский, Харьковской области. Постепенный рост потребления стимулировал бурение все новых скважин. Спустя год после начала разработки на Крестищенском месторождении начали осваивать уже 17-ю скважину. Именно тогда здесь произошла авария. Началось бурение нескольких скважин. Во время бурения одной из скважин была допущена ошибка, и в результате этой ошибки произошел выброс газоконденсата. Давление газа достигло около 400 атмосфер, то есть началась массовая утечка газа. Это был 1971 год. Давление было настолько высокое, что из-за этого даже несколько инженеров упали с вышки и погибли. Высота была до 30 метров. Факел гудел сильнее, чем реактивный самолет или космическая ракета во время старта. Ближайшее село Первомайское располагалось всего в полукилометре, что создавало громадную опасность. Любая искра могла воспламенить скапливающийся газ. Возможный взрыв был бы чудовищной силы. Пока инженеры решали, что делать с выбросом, работники объезжали дома селян, убеждая не включать их свет, не топить печи, а в лучшем случае вовсе выехать в другое место как минимум на ночь. Попытки усмирить непокорный фонтан ничего не дали. Превентор оказался неэффективным. Закачанный под давлением бетон был выплюнут напором, а тяжелые бетонные плиты, сброшенные на устье скважины, чудовищным давлением струи, разбросанной как листы картона. Пока стандартные способы перекрытия терпели крах, газ скапливался в окрестностях, представляя все большую опасность. Тогда было принято решение поджечь утечку. Почему нужно было поджечь? Если этого не сделать, то тогда от малейшего возгорания был бы взрыв. Могло еще быть газовое отравление, детонация. Подожгли, и он, как большая газовая конфорка, просто горел. В принципе, ничего удивительного. Это было протокольное решение. И этот факел поднимался на несколько десятков метров вверх. Пламя било из-под земли, превращая темные ночи в легкие сумерки, из-за чего местные жители прекратили пользоваться освещением. Пламя настолько сильно прогревало окружающую землю, что даже зимой в радиусе 300 метров вокруг него зеленела трава. Так продолжалось целый год, пока ученые думали, как устранить так называемую крестищенскую достопримечательность. Это не единственная методика, как можно погасить такую скважину. Но в Советском Союзе, поскольку были положительные случаи, то решили в тогда еще Красноградском районе тоже применить эту технологию. Там сразу решили заодно и проверить, а что будет, если взорвать ядерную бомбу недалеко от населенного пункта. На все это потребовалась санкция высшего политического руководства, потому это подписывал Леонид Брежнев и Алексей Косыгин. Подготовка была засекречена. Она длилась около 4 месяцев. И этот проект получил кодовое название «Факел».
Логика тушения ядерным взрывом такова. Под углом к стволу газовой шахты прокапывался шурф, в который закладывался атомный заряд. При детонации происходил сдвиг грунта, своей массой закрывавшего скважину. Такой план сработал на Урта-Булук, и его хотели применить в Крестище. К стволу горящей скважины прокопали наклонную шахту длиной 2 километра 400 метров, в которую загрузили почти 4-килотонный ядерный заряд. Были определены 3, 5 и 8-километровые зоны безопасности вокруг будущего взрыва, а на расстоянии 400 метров около факела создали защитную насыпь из речного песка. К сожалению, еще такой момент, что мало информации, почему выбрали такой заряд. На самом деле, еще не очень известно, что там было. Был ли там урановый заряд или плутониевый, тоже неизвестно. Информация засекречена. Все архивы по этой теме содержатся в России. Они там все решали. Не упуская возможности, ученые решили провести исследования на животных, разместив по периметру на различном расстоянии кур, коз и пчел. Утром 9 июля жители села Первомайского, входившего в 400-метровый радиус, были временно перемещены в Крестище, расположенное в 2 километрах от скважины. Уже в 10 часов того же дня произошел взрыв. По воспоминаниям очевидцев, землю ощутимо тряхнуло, после чего в воздух были подброшены, а затем опустились обратно тонны породы. Целых 20 секунд казалось, что ядерная бомба справилась с поставленной задачей. Факел потушен. Но этот миг был обманчивым. Произошел повторный толчок, после которого наружу вырвался уже ненавистный местным газовый фонтан. Причем этот газ был смешанный с породой и образовался характерный для ядерного взрыва гриб. И, наконец, газ продолжил выходить. Короче говоря, там произошла ошибка в расчетах. Спустя минуту образовалось зловещее пылевое облако, медленно измятое ветром и неспешно поплывшее в сторону Полтавской области. Именно этот вырвавшийся из-под земли смог был последствием ядерного взрыва, но тогда этому не придали значения. Операция «Факел» была провалена. Порода не смогла перекрыть поток газа из-за чрезмерно высокого давления. Оказалось, что для этого нужен был заряд помощнее, но повторения эксперимента не последовало. Московские специалисты новый вариант тушения предлагать не стали, собрались и уехали. Местные инженеры пожали плечами и вернулись к первоначальному плану – раскопу скважины. Работы проводились еще год, после чего факел надежно заглушили. Как гасили газ после того, как не удалось это сделать ядерным взрывом? Вырыли котлован 200 метров в диаметре бульдозерами. Бульдозеры были защищены от огня защитными щитками. Бульдозеристы очень сильно рисковали, но вырыли. Сделали так обрывание, канаву прорыли. Затем закачивали туда какие-то тяжелые растворы в скважину. И таким образом удалось потушить пламя. Затем надели трубу, заварили ее, и на этом все. Для местных жителей наконец-то наступил покой. Так, по крайней мере, казалось тогда. Первые жители отселенного Первомайского вернулись домой уже спустя полчаса после детонации. Опасности по официальной информации эксперимент для местных не представлял. Хотя признаки чего-то нехорошего проявились сразу после взрыва. Все подопытные животные погибли. Никаких предупреждений жители не получили. А замеры, если они и проводились, остались тайной. Вот только спустя несколько лет многочисленные онкологические заболевания селян дали знать, что мирный взрыв оказался таковым лишь на бумаге. Обращения к властям были проигнорированы. Жители Крестища, Первомайского, других сел так и не были признаны потерпевшими ни властями СССР, ни руководством уже независимой Украины, хотя смертность от раковых и других заболеваний говорила об обратном. Затем в этом регионе было много кислотных дождей.
Нет никаких официальных данных о дозе радиационного облучения, которые могли испытать жители Крестища и Первомайского, теперь Мирное. Они или есть, но засекречены и содержатся в архивах где-то в России, а может их и нет на самом деле. Тут же дискуссионный вопрос, потому что тогда такой вопрос, может быть, никого не волновал. Сейчас фон на месте взрыва не превышает нормы, а памятная скважина с запаянной трубой стоит в поле. За свою короткую, но во всех смыслах яркую жизнь она не дала хозяйству ни одного кубометра газа. Зато нанесла убытки, величину которых уже не измерить. Там сейчас труба высотой в 1,5 метра высотой, на ней приварена табличка «Скважина номер 35». И все. Это все было в чрезвычайной секретности, и никто не знал, что происходит. Просто люди выполняли все указания, которые им предоставляли работники КГБ и военные, курировавшие это дело. Сегодня только единицы знают о том, что в 1972 году под Харьковом был устроен ядерный взрыв. Его мощность взрыва была всего в 3 раза меньше, чем от взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму. Не так давно место проведения факела хотели сделать достопримечательностью для любителей атомного туризма. Естественно, инициатива местных властей ничем не обернулась. Смотреть на торчащую из земли одинокую трубу совершенно неинтересно, в отличие от знаменитой Чернобыльской атомной электростанции и призрачной Припяти. Такие истории показывают, что атом не бывает мирным. Даже прирученный, чернобыльский, он это ясно показал. Это дикий зверь, способный страшно укусить того, кто решит его использовать. Печальнее всего, что в итоге страдают простые люди.